7 марта 2026 года. Барвиха Luxury Village. Квартал люксовых бутиков и автосалонов с Бентли и Феррари. Одно из самых дорогих и богатых мест в Подмосковье. Но в тот день посреди кричащей роскоши прогуливалась очень необычная для этих широт публика. На один день Luxury Village захватили пенсионерки. Через какое-то время они стали собираться у дверей местного концертного зала. Кто-то подготовился, надев на голову шапку-ушанку со словами «Я русский!». Когда двери открылись, в фойе выстроилась длинная очередь за мерчом. Толстовка «Я русский» 4000 рублей, футболка 3000 рублей. За 700 рублей можно приобрести пару носков, тоже с надписью «Я русский». Товары разлетаются как горячие пирожки. Покупательницы смотрят на цены, цокают языком, но все же отдают продавцу свои деньги. Тот с таким наплывом явно не справляется. Те, кто застолбил место в одной очереди, отходят, чтобы занять место еще и в соседней и сфотографироваться с плакатом. Вы все правильно поняли. Мы сейчас описали начало концерта «Шамана», где песни про любовь, гимн Российской Федерации и многочисленные юмористические номера как-то переплетаются вместе, а смотрят на это все вот эти вот пенсионерки. Зачем он засовывает микрофон в штаны? Опять-таки, хейтеров волнует всегда темы ниже пояса. Ну, повторюсь, видимо, у кого чего болит. Слушайте, а зачем он засовывает микрофон в штаны? А куда мне его еще деть? Давайте вместе разбираться. И я пробовал убрать его под мышку. Но тогда я не могу аплодировать вам с той широтой амплитуды, привычной для меня. Что это такое? Может быть, попробовать между ног? Кто-то говорит, микрофон и стойка. Ну ты тогда к ней намертво привязан к центру сцены и не можешь ходить. А я, вы знаете, ношусь как угорелый по сцене. Динамично веду концерт. Поэтому остается единственный, верный и правильный вариант. Сегодня мы поговорим о шамане. Расскажем его биографию и посмотрим, как тот вообще получил такую популярность. А потом обсудим, как проходят его концерты. Но прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании мы собрали способы, как вернуть себе нормальный интернет в России. У нас там недавно появился такой светофор работоспособности VPN-ов. Пока только в Москве, но все равно проверяем. Зайдите, посмотрите. Ну, начинаем. Настоящее имя шамана Ярослав Дронов. Он родился в Тульской области в семье музыкантов. Мама пела, папа играл на гитаре, и ребенка уже с 4 лет отправили сначала в детский вокальный ансамбль, а потом в музыкальную школу. После школы шаман пошел в колледж учиться на руководителя хора. Еще подростком он понял, что сможет зарабатывать с помощью музыки. Начал выступать в ресторанах и на корпоративах. Но ему хотелось стать известным певцом, звездой. И он начал последовательно работать на эту мечту. В наше время звезды появляются, завирусившись в соцсетях, удачно попав в алгоритмы. 15 лет назад, чтобы стать звездой, нужно было привлечь внимание продюсеров, удачно пройти кастинг и попасть в телевизор. В то время на различных каналах было множество проектов типа «Фабрики звезд», шоу «Голос», «Минуты славы», и шаман пытается туда пробиться. Он поступает в музыкальную академию имени Гнесиных, самый престижный музыкальный вуз в России. Не с первого раза, но все же оказывается на кафедре эстрадно-джазового пения и вовсю участвует в разных кастингах. В 2013 году он попадает в телепроект «Фактор А», где даже выделяется среди участников, исполняет и поп, и рок, и арию. Его выступление нравится публике, в том числе председателю жюри Алле Пугачевой, которая прямо сказала, что верит в его успех. Пугачева морально его поддерживала и даже давала советы тогда. Но выиграть ему так и не удалось. Будущий шаман оказался на 3-м месте. Как говорится, шоу must go on, и по традиции вы еще обо мне услышите. После этого конкурса звездой шаман не стал. Хорошего голоса и харизмы оказалось мало. Тогда он пробует снова и попадает на другое шоу «Голос 2». Там формат отличается. Не только соревнования участников, но и мастер-класс, обучение под руководством звезд, которые уже добились успеха. Дронов снова понравился и зрителям, и жюри, и потому смог выбирать себе наставника. Выбрал Пелагею. Получил высокие баллы от зрителей. Снова продемонстрировал широкий репертуар, от романсов до рок-каверов. Но в финале опять проиграл. На обоих конкурсах хвалили его голос и музыкальность. Он и выглядел как звезда, и пел как звезда,
но почему-то звездой стать никак не удавалось. Однако мечта мечтой, а жить на что-то надо, и в 2014 году Дронов присоединяется к кавер-группе «Час пик», снова выступает на корпоративах. У группы не было ни оригинальных альбомов, ни продюсеров, ни фанатов. Зато была клиентская база, регулярные выступления и гонорары в несколько сотен тысяч рублей за вечер. Сейчас, после рекламы, обсудим, как именно Шаман неожиданно пришел к славе. Наверняка вам очень интересно. В январе этого года Telegram стал самым популярным мессенджером в России. За счет того, что туда перешла аудитория из заблокированного WhatsApp. Теперь блокируют и Telegram, и многие снова ищут альтернативу, жертвуя связью с близкими, любимыми чатами и подписками на канал. Чтобы не жертвовать своим комфортом, поставьте себе Дурев VPN. У него сейчас акция 3 дня бесплатно. Как раз сможете потестировать альтернативный VPN-сервис. Он работает на новейших протоколах, которые обходят в том числе и белые списки. Трафик маскируется так, что провайдеры попросту не видят использования VPN. Вы можете сидеть в Telegram, а алгоритмы будут считать, что в ВК, благодаря чему общение в Telegram идет без перебоев, а соединение остается стабильным. Устанавливается Дурев VPN буквально за пару минут через Telegram-бот или официальный сайт. К одному аккаунту можно подключить все свои устройства, хоть смартфон, хоть ноутбук, хоть телевизор. Хватит на всю семью. А если еще и друзей пригласите купить VPN, то получите бонусные дни или деньги, в зависимости от того, что сами выберете. Единственный способ сохранить связь и не зависеть при этом от Роскомнадзора и его решений – поставить себе надежный VPN. Дурев VPN дает 3 бесплатных дня для теста. Попробуйте, и если вам сервис понравится, сможете продлить подписку со скидкой в 25% по промокоду КАЦ. Это повышенная скидка, выгоднее обычного, так что поспешите, ссылка в описании. Продолжим. Гнесинку Шаман оканчивает, но так и застревает на уровне корпоративов. Его судьбу меняет встреча в 2017 году с Еленой Мизулиной. С Еленой Мартыновой, заместителем гендиректора холдинга Усманова, структуры, которая владела Мегафоном, Mail.ru и ВКонтакте. И вот такая женщина знакомится на мероприятии с певцом. У них роман, затем свадьба. Сама Елена Мартынова не просто бизнес-леди, она руководит пиаром Алишера Усманова и его компании. Усманова же, наверное, большинство из вас знают по вот этому вот выдающемуся пиар-ходу. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. В том же 2017 году Навальный выпустил расследование «Он вам не Димон». Усманов там разоблачен как коррупционер, который дарил Медведеву недвижимость. Так вот, Усманов в ответ Навальному записал этот ролик. Пиар-служба холдинга Усманова стояла на ушах, а руководившая им жена Шамана лично обзванивала журналистов, чтобы те не освещали скандал. Об этом Шаман до сих пор поет песню. Ладно, шучу, не поет. Так, в общем, женщина, она достаточно умная и влиятельная. И что важно, понимающая, как работают российские медиа. И вот она видит в муже потенциал. Использует свои возможности и знакомства для его продвижения. Дронов поверил в себя и ушел из «Часа пик», чтобы начать собственный сольный проект. И опять не получается. Приходится вернуться к корпоративам. Тогда же он работает над имиджем, придумывает себе псевдоним «Шаман», делает дреды, и некоторая известность к нему приходит в конце 2021 года. Тогда в ТикТоке завирусилась песня «Улетай». Улетай на крыльях ветра. Честно говоря, раньше я считал, что интернет вообще не моя тема. И уж тем более не мог мечтать получить такую известность благодаря социальным сетям. И когда песня «Улетай» завирусилась в ТикТок, где доминировали танцевальные челленджи и юмор, это меня сильно удивило. Я просто взломал соцсети своим голосом и музыкой, без использования трендовых приемов. Количество подписчиков на разных платформах стало молниеносно расти. А потом случилось одно из тех совпадений, которые выглядят слишком киношными для реальной жизни. После десятка с лишним лет, когда Шаман исполнял обычные для шоу-бизнеса песни про любовь, отношения и все такое, он решил попробовать спеть на другую тему. Исполнить песню о памяти и погибших героях Великой Отечественной. Встанем и песню затянем. Он выкладывает песню на YouTube 23 февраля 22. А на следующий день начинается война. Понятно, что Шаман не мог предвидеть такого развития событий, совпадения. Но песня попадает в нерв и становится гимном начавшейся войны. Резонирует со сценическим образом Шамана, чем сразу пользуется пропаганда.
В начале марта 22-го его песню включили в Совете Федерации во время торжественного момента памяти российских солдат, погибших во время вторжения в Украину. Матвиенко потом рассказывала, что у нее мурашки пошли. Некоторые сенаторы расчувствовались и плакали. Потом Киселев в «Вестях недели» просто включил эту песню целиком и назвал культурным событием. Неудивительно поэтому, что новая песня, обращенная на самом деле в историю, воспринимается как дань уважения тем, кто сегодня отдал свои жизни за благородные идеалы. Поэтому-то композиция «Встанем» Ярослава Дронова, что выступает под сценическим псевдонимом «Шаман», сегодня столь популярна. Культурное событие, 17 миллионов просмотров. У нас не музыкальная передача, и мы ни разу не предлагали послушать хоть какую-то песню полностью от начала до конца. Но это столь пронзительно, что сейчас как раз такой случай. Слушаем. Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Так сбывается мечта шамана. Он становится звездой, причем известность его всероссийская. Его крутят по всем каналам, включают во все провоенные концерты. Шаман хватается за этот шанс. Спустя несколько месяцев выходит его вторая подобная песня «Я русский». Она залетает еще круче и становится базой для мемов и пародий. Ну и для мерча. А в апреле 23-го, прямо в день рождения Гитлера, Шаман выпускает ролик на песню «Мы». И в нем отыгрывает молодого нациста, что ли, наверное. Тяжелые ботинки, повязка на руке, зализанный блонд, как будто сошел с плаката про превосходство арийской расы. Шаман провоцирует скандал ради роста просмотров, и успешно. И вот всей своей возникшей популярностью Шаман вкладывается в поддержку власти. Он становится доверенным лицом Путина на выборах, выступает на всех провластных мероприятиях. Надо дать концерт перед войсками на Донбассе – дает. Надо ехать в оккупированный Мариуполь – едет. Но, повторюсь, самое главное – это не архитектура, а самое главное – это люди. Архитектуру можно вновь построить. Главное, чтобы не был разрушен дух людей. Понимаешь, Антон? Главное, чтобы не был разрушен дух людей. Вот это самое главное. А он не разрушен. В 23-м году у Шамана завертелся виртуальный роман с Екатериной Мизулиной, и брак с Еленой Мартыновой распался. Сейчас, на 5-й год войны, Шаман – исполнитель, которого россияне чаще всего называют самым популярным певцом страны. Он дает больше 100 концертов ежегодно, зарабатывает десятки миллионов на госконтрактах. Но популярен ли он? В сети много сведений о том, что Шамана очень поддерживает государство, выкупает билеты для бесплатной раздачи бюджетникам и спонсирует его деятельность, а стадионы в итоге чуть ли не полупустые. Концерт Шамана – это явление, которое оставляет двойственное впечатление. Нельзя не отметить положительные качества певца. Он действительно обладает выдающимися вокальными данными. В течение всего выступления просто носится по сцене. Очень много взаимодействует с аудиторией. Тут вот он, например, возвращает деньги, которые в шутку взял в долг у зрительниц. А вот он вышел в зал, чтобы спеть вместе с публикой. Кстати, это все один и тот же концерт, несмотря на разные костюмы. Их он меняет на ходу. Вообще, половина репертуара Шамана не имеет никакого отношения к политике. Это не хитрая лирика с рифмой на вроде там «кровь» и «любовь». Певец-шаман не Иосиф Кобзон и не Лев Лещенко. Его сценический образ и динамичная подача, казалось бы, предполагают молодого слушателя. Но в зале молодежи исчезающе мало. Процентов, не знаю, 80 – это женщины, которые или уже вышли на пенсию, или скоро выйдут. Шаман подстраивается под такую публику. Например, не исполняет песни одну за другой, а после каждой дает аудитории отдышаться. Между песнями длинные разговорные и юмористические блоки. Мы тоже работали, да. Именно тогда Майкл мне всегда говорил, что мечтает быть русским. Следующая фотография. Владимир Семенович, мое почтение. Кстати говоря,
Именно у него я научился так громко и надрывно петь. Следующая фотография. Но Виктор Цой. Между прочим, Виктор всегда мне говорил, что я стану очень знаменитым. И благодаря его творчеству я узнал, кстати, какая у меня группа крови. В какие-то моменты выступление шамана превращается в подобие аншлага. Почему он постоянно в кожаных штанах? Ну, во-первых, не постоянно. Первое отделение увидели. Прекрасно. Так что уже врушки. Но, а во-вторых, а почему нет? Почему с этим вопросом постоянно цепляются именно ко мне? Может быть, потому что они на мне великолепно сидят? Если первая часть песен шамана про любовь, то другая часть — это государственничество, доведенное до абсурда. Обязательная часть программы «Гимн России». Но и помимо него хватает композиций, которые следует слушать стоя. Иногда такое стояние выглядит немного зловеще. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Хтони добавляет и заигрывание с религиозной символикой. Крест вроде христианский, но зрелище получается инфернальное. А финализирует это действо демонстрация двуглавого орла во всю спину. Во время одного из монологов между песнями шаман произнес слова, которые вне общего контекста являются совершенно правильными, и под ними можно было бы подписаться. Можно быть патриотом и носить кожаные штаны. Можно быть патриотом и носить дреды. Можно быть патриотом и пользоваться всеми благами цивилизации. Можно быть патриотом и хорошо зарабатывать. И, наконец, можно быть патриотом и шаманом. Но вот только контекст все портит. И никакого модно-молодежного патриотизма у шамана не получается совершенно. На том же концерте певец рассказал, чего ему стоило пробиться на большую сцену. Он пошел в музыку, несмотря на тяжелые нарушения слуха. По его словам, поет почти на ощупь. В молодости работал в баре, где нетрезвые посетители постоянно заказывали ему рюмку водки на столе. Страдал шаман и от лишнего веса. Ему было совсем нелегко привести себя в форму и добиться нужного артистизма на сцене. Ну, молодец. Он сделал все, чтобы стать звездой и кумиром для молодых. Но, получив государственную поддержку, сделал все, чтобы таким кумиром стать не получалось никак. Он однозначно ассоциируется с тем, что его целевой аудитории отвратительно, с войной и пожилой диктатурой. Что бы он ни сделал, все вызывает раздражение. Другой бы исполнитель лизнул лед Байкала или засунул микрофон в кожаные штаны, все бы только посмеялись. Но шаман раздражает тех, кто по задумке должен был стать его слушателем. Да, у него есть своя аудитория. Стадион он собрать не может, а вот камерный зал с пожилыми людьми вполне. И те, кто пришел на концерт, действительно певца любят. Приезжают из других городов, с крохотной пенсией покупают шапки, толстовки и носки. В 22 году артисту вроде бы удалось попасть в волну. Это произошло, когда песни шамана срезонировали с государственной политикой. Но вот только самой логичной аудитории, потенциальным молодыми поклонниками, возник диссонанс. В других обстоятельствах певец, обладающий неплохим голосом и умением презентовать себя на сцене, мог бы рассчитывать на хорошую молодую фан-базу. Но ситуация сложилась иначе. Шаман подвернулся под руку в удобный момент и стал не столько исполнителем, столько знаменем. И слава, к которой он стремился, в итоге оказалась с душком. Совсем не такая, о которой мечтают молодые певцы. Такие дела. До завтра. Вы знаете, я сейчас хочу обратиться к самому себе, когда мне был ровно 1 годик. Привет, Ярослав. Ты еще не знаешь, какой долгий и трудный путь нам с тобой предстоит проделать. Но знай, мы обязательно справимся. Всегда слушай только себя самого, только свое сердце.